Иван женился, у него родился первенец, дочь Аннушка. И, естественно, с этим навалились и заботы. А тут и родня, и знакомые родни, и родня жены, и так далее, и так прочее. В общем, только на сборах он мог расслабиться и сконцентрироваться. Поэтому вторая Олимпиада в Монреале ему далась с большим усилием. Все его приемы, стиль борьбы были уже хорошенько изучены его соперниками, и каждая победа давалась через силу. И тут проявился его характер. Меня он вывез с собой. Официально я никак даже не значился. Мне даже питание не было предусмотрено. И таких, как я, набралось несколько тренеров. Иван набирал мне еду со своего шведского стола, приносил к ограде и передавал мне. Этой едой я делился с другими тренерами, и так мы выживали. Помню, как увидел из окна приехавшую королеву Англии, как вышли на приветствие открытия Олимпиады гордые вожди индейских племен. А потом в магазине я познакомился с одним украинцем. Оказывается, после войны он сбежал на Запад и перебрался потом в Канаду. Он пригласил меня в гости. Я спросил, а можно мне взять друзей, тренеров? И он сказал, конечно, как хотите. И вот мы сбежали от нашего КГБшника и пошли к нему в гости. Он со всей своей семьей принимал нас как царей. Говорил, что очень сильно счастлив встретить земляков-спортсменов из СССР. Плакал, обнимал нас, просил рассказать об Украине, о России. Задушевная была встреча.